Сейчас мы сможем взглянуть на эту книгу, которая, я думаю, принадлежит ИА. Но точно я, конечно, не знаю. Опять в лесу ураган, накликал тигра шаман. Я только начал читать, он стал страницы мне рвать. Напасти налетели, страницы разлетелись. Осталась вся надежда лишь на тебя. Осталась вся надежда лишь на тебя. Кролик, кролик. Черви. Все правильно. Носок. Яйцо. Да. Ваза. Поезд. Классно. Ямс. Гриб. Изумительно. Одеяло. Кенга. Я думаю, ты прав. Единорог. Утка. Абсолютно. Леденец. Иглу. Какой ты умный. Куртка. Гусь. Точно. Ксилофон. Сова. Да. Пчела. Цветок. Абсолютно.
Морковка. Шляпа. Ты сделал это. Аллигатор. Гнездо. Все точно. Персик. Зебра. Все так. Никто не мог это сделать, а ты смог. Окей, давайте заберем эту книжечку отсюда. Это большая работа. Итак, на раз, два, три. 1, 2, 3. Маленький подарок. Чтобы поиграть, чтобы вернуться в лес и найти... Возвращайся. Теперь в песочницу, в гости к Ру. И ты, и Пух тоже. Какой прекрасный летний день, и можно поиграть. Но у моих друзей дела, не буду им мешать. Мы слепим тигру из песка, построим пятачка. И не забудем ни за что печального я. Как вы видите, Ру отправился в песочницу поиграть с друзьями, но друзья слишком заняты. Поэтому тигра слепил друзей из песка. Может, вы с Ру вместе сможете придумать что-нибудь интересное? Если ты выбрал друга для игры и с чем ему играть, то вы вместе с Ру можете придумать остальное. Хе, я уже играл с Ру в притворялке раньше. Ты можешь посмотреть, сколько мы навыдумывали по этим красным цветам. Возможно, тебе нужно выбрать друга и что-нибудь из песка, и вы с Ру сможете начать выдумывать. Возможно, тебе нужно выбрать... Тигра играет с обручем. Возможно, тебе нужно выбрать... Тигра играет в баскетбол. Тигра играет с лопаткой. Я думаю, хотя... Пятачок играет с обручем. Я играет в баскетбол. Когда придем выдумывать, вы с Ру покажете, что делать. Вам в дом просто необходим бумеранг. Если вы помните, как им пользоваться, то беспокоиться не стоит, хи-хи, если он вернется. Чтобы поиграть... Пока... Тигра скатывается с горы. Это похоже на мои рубашки, но что это на них? Буквы. О, это буква А, и буква Н, и буква Т. Это читается Ant. Сейчас мы остановимся у хорошего друга кролика. Я сказал давай?
О, да загонь. Z. Продолжай. Z. Смотри, мои знаки. Zag. Я сказал давай? Да. Сав, переходи к... И не... Фанта... W. О, взгляни, буквы говорят... Ta. T. Апс... Вау! Тигра. Идем в дом совы. Очень мудрый выбор. Добро пожаловать! Как раз успели на поэтическую вечеринку. Сегодня я буду читать из книги со стихами, написанной, созданной, сверстанной, полностью мной любимым. Музыка твоего друга. Piglet fell off a log and landed by a plate. О боже, разве это рифма? Ты можешь найти нам рифму. Просто возьми какой-нибудь предмет и перенеси его на музыкальный лист. Всего будет 5 стихотворений. Дот и Допиагида помогут тебе следить за тем, сколько рифм ты составил. Piglet fell off a log and landed by a frog. Ты взял прозу и сделал поэзию. Who could eat the moon if he had a big fork and rose? Who could eat the moon if he had a big fork and spoon? Не прошло и 2 минут, а ты уже успел. Poor dear Eeyore had a shock when he stepped on a hard corn rock. Poor dear Eeyore had a shock when he stepped on a hard rock. Ты составил эту рифму как раз вовремя. Rabbit looked inside his mug and spied a friendly little book. Rabbit looked inside his mug and spied a friendly little bug. Что за чудо рифма готова? With just a little bit of luck, Roo will find his yellow bumblebee. With just a little bit of luck, Roo will find his yellow duck. Ху-ху-ху-ху!
ксилофон! Отнесу его к вам домой. Отличная работа. Вы заслужили награду. Чтобы поиграть... Теперь посмотрим на прыгающего тигру и его прыгающих клоунов. Новое величайшее изобретение – тигриные коробочки. Коробки непростые, каждая имеет свой звук. Только я забыл, какая буква подходит к какому звуку. Если ты поможешь мне, мы поделим гонорар. Kettle. Tomato. Horsey. Великолепно! Может попробовать еще? Lamb. Peas in a pod. Vegetables. Фантастика! Socks. Ducky. Mama. Moon. У-ху-ху-ху! Z. Boo. Zebra. Bubbles. Jump rope. Это невероятно, но ты все сделал. Берегись внизу, она падает. Тебе обязательно нужны часы с кукушкой в домике. Отличная работа. Вы заслужили награду. Чтобы поиграть... When Detective Tigger tells a story about a honey jar that's missing, you can solve the crime every time. All you have to do is listen. Listen. Shh. Listen. So, you want to solve mystifying mysteries? First, we gotta recreate the scene of some baffling old cases of mine. Here's how to solve them the Detective Tigger way. I'm gonna read from my not just
The case of the borrowed brownish book, in which I, dedicated Detective Tigger, had to detect who borrowed Owl's book. Owl was sitting in his sitting chair, just sitting by the table. Okay, put Owl on the big board. There was a mysterious brownish book on the table. Now put a brown book on there, will ya? You're no defective detective. Pooh Boy dropped in for a visit. Move old Pooh on the board. Pooh borrowed the brownish book from Owl. Go on and give Pooh the book. It is perfection of detection. Then Mrs. Kanga hopped in. You can bring Kanga over for a visit. Now for your detectorizing question. Who borrowed Owl's brownish book? Not quite, but keep going. Go to my detectifying. Not quite. Not quite. Not. You did it! Pooh Bear borrowed the brown book, which is funny, seeing as how Poohs can't read. The case of the noisiest noise, in which I, Detectable Tigger, had to detect who was playing what in the marching type band. Pooh Boy was leading the band through the woods. March old Pooh Boy onto the big board. He was playing one rootin' tootin' flute. So give Pooh a flute to toot. Little Roo was in the band too. Bring the little guy on over. Roo was drumming a drum. Give Roo a drum to drum. Cymbals. Drum. Tuba. It is perfection of detection. Piglet was in the band too. Move Piglet on over to the board. Piglet. Eeyore. He had a big old pair of clangin' bangin' cymbals. Give Piglet some cymbals to clang. Unbelievable! Now your detectifying question. Who was playing the drum? Drum. Great going! It was Roo who was drumming that old drum to beat the band. The case of the simply single stick, in which I, Detectifying Tigger, had to detect who had the one stick for playing Pooh sticks. One fine day, Pooh was out on the bridge, bringing old Pooh Boy onto the big board. Pooh, Owl was on the bridge too. Now move Owl to the board. Stick. Pine cone. Balloon. Nope. Eeyore was there with him. Move Eeyore on over. Pooh had a piney cone. Give old Pooh Boy a piney cone to hold. Nope. Go to. Fantastical! Eeyore had a stick. Give Eeyore the stick. Owl had a beautiful daffodilical flower. Go ahead and give Owl a flower. Unbelievable! Now your detectable question. Who had the stick for playing Pooh sticks? Stick. That's right. Eeyore had it. And that's nothing to shake a stick at. Case closed. The case of the confoozled Happy Thursday presents, in which I, Detective Tigger, had to determine who gave what to whom and why, and what did Piglet give to Rabbit. Little Piglet was at his house. Go
on and move Piglet over. Not. Pooh Boy was there too. Put Pooh on the board there. Mittens. Scoff. As right can be. So with old Long-Ears, bring Rabbit on over. Piglet wished them all a happy Thursday and then gave Rabbit a pair of mittens. Take the mittens to the board. Not. As right can be. He gave Pooh Bear a balloon. Hoo-hoo! What say you slide a balloon on over to Pooh Boy? Balloon. Now your detective in question. What did my little piglet pal give to Rabbit? Scoff. Nope. But go to my Not. That's it. You detected that Piglet gave Rabbit mittens for a happy Thursday. Say, that board looks pretty nice. The case of the mostly eaten eatables, in which I, Detectifying Tigger, had to determine what's Rabbit's most favoritist food. Mrs. Kanga was in her kitchen one fine morning. Put Kanga on the big board. Kanga. Rabbit was there too. Bring Rabbit on over for a visit. Go. You're no defective detective. Pooh Bear was there too. Now put Pooh on the big board. Peas, corn, jar of honey. Not. Go to. Kanga told Pooh and Rabbit to take the food they like bestest. Bunny Boy took peas. Okay, give Rabbit the peas, please. Definitely. Pooh Boy went for the honey. Surprise. Now, give Pooh some honey. Now your detective question. What food did Rabbit choose? Spectacular! You figured out Rabbit's favoritist food was peas. Well, it's clear to me. Every good detective needs a magnifying glass. Let's get her back to your tree house. On account of your remarkable... If you can... Чтобы поиграть в... Come back anytime you want to crack up some more cases.